Представьте на секунду, что прямо сейчас вся Вселенная становится больше. Не через миллионы лет, не когда-нибудь в далеком будущем. Прямо сейчас. В этот самый момент расстояние между галактиками увеличивается. Пространство растягивается во всех направлениях. Огромные галактики медленно удаляются друг от друга, словно кто-то невидимый постепенно растягивает саму ткань космоса. И это происходит уже почти 14 миллиардов лет. Но здесь возникает один из самых странных и глубоких вопросов во всей науке. Если Вселенная расширяется, во что она расширяется? В пустоту? Но тогда где находится эта пустота? Что вообще находится за пределами Вселенной? Есть ли у нее граница? И если эта граница существует, что находится по ту сторону? Это звучит как простой вопрос, но на самом деле это один из самых сложных вопросов современной космологии. На первый взгляд кажется, что все должно быть логично. Если что-то увеличивается, значит оно занимает больше места. Например, воздушный шар. Когда вы надуваете его, он становится больше и больше, он расширяется в окружающий воздух. Или представьте взрыв. Когда что-то взрывается, осколки разлетаются в пустоту вокруг. Но Вселенная — это не шар и не взрыв в пустоте, потому что у нее нет внешнего пространства, нет комнаты, в которой она находится, нет огромной космической коробки, куда она могла бы расти. Вселенная — это все пространство, которое существует, а значит, за ее пределами, возможно, просто нет ничего. Чтобы понять этот парадокс, нужно вернуться почти на 14 миллиардов лет назад, к моменту рождения нашей Вселенной. Это событие называют «большим взрывом», но само название немного обманывает наше воображение. Когда люди слышат слово «взрыв», они представляют гигантскую космическую бомбу, как будто где-то в пустоте произошел взрыв и материя разлетелась во все стороны. Но на самом деле все происходило совсем иначе. Большой взрыв был не взрывом в пространстве, это было появление самого пространства. До этого момента не существовало ни пространства, ни времени. Не существовало галактик, не существовало звезд, не существовало атомов. Даже законы физики могли быть другими. Все, что сегодня составляет Вселенную, вся материя, вся энергия, все пространство, находилось в невероятно плотном и горячем состоянии. И затем началось расширение. Но важно понять одну ключевую вещь. Расширяться начала не материя, расширяться начало само пространство. Представьте поверхность воздушного шара. Нарисуйте на нем несколько точек. Каждая точка — это галактика. Теперь начните надувать шар. Вы заметите интересную вещь. Все точки начинают удаляться друг от друга, но ни одна из них не является центром расширения. Каждая точка видит, как все остальные удаляются. И самое важное, точки не двигаются по поверхности шара. Это сама поверхность растягивается. Вселенная ведет себя очень похоже. Галактики не просто летят через космос, сам космос между ними растягивается. Это означает, что расстояние между галактиками увеличивается, даже если сами галактики почти не движутся. Именно поэтому астрономы наблюдают удивительное явление. Чем дальше галактика от нас, тем быстрее она удаляется. Это называется законом Хаббла. Некоторые далекие галактики удаляются от нас со скоростью сотен тысяч километров в секунду, а самые далекие объекты удаляются даже быстрее скорости света. Это звучит невероятно, но здесь нет нарушения законов физики, потому что быстрее света не движутся сами галактики, расширяется пространство между ними. Представьте резиновую ленту с точками. Если растянуть ленту, точки начнут удаляться друг от друга, но сами точки не двигаются по ленте, это растягивается сама лента. Пространство Вселенной работает примерно так же. Но тогда снова возникает главный вопрос. Если пространство растягивается, значит ли это, что где-то должна быть граница? Интуитивно нам кажется, что да. Каждая вещь в нашей повседневной жизни имеет границы. У комнаты есть стены, у планеты есть поверхность, у океана есть берег. Поэтому нам кажется логичным, что у Вселенной тоже должен быть край.
Но новые современные наблюдения показывают удивительную вещь. Мы не видим никакого края. Куда бы ни смотрели наши телескопы, мы видим галактики. Миллионы, миллиарды, триллионы. И они распределены примерно одинаково во всех направлениях. Это означает, что Вселенная выглядит одинаково во всех направлениях, и у нее нет видимого центра, нет точки, откуда началось расширение. И это снова кажется парадоксом. Как может происходить расширение без центра? Но если подумать, пример с воздушным шаром снова помогает. На поверхности шара нет центра расширения. Каждая точка видит, как все остальные удаляются. Вселенная может быть устроена похожим образом, только в 3 измерениях пространства. Есть еще одна интересная возможность. Вселенная может быть конечной, но при этом не иметь границы. Это звучит странно, но представьте поверхность Земли. Если вы начнете идти в одном направлении, вы никогда не найдете край планеты. Можно идти бесконечно долго и в итоге вернуться в ту же точку. Поверхность Земли конечна, но у нее нет края. Некоторые космологи считают, что Вселенная может быть устроена похожим образом. Она может быть огромной и замкнутой, но при этом не иметь края. В таком случае вопрос, во что она расширяется, становится неправильным. Она не расширяется внутрь чего-то, она просто становится больше сама по себе. Расширяется сама геометрия пространства. Но на этом загадки Вселенной не заканчиваются. В конце 20 века астрономы сделали неожиданное открытие. Они обнаружили, что расширение Вселенной ускоряется. Это означает, что галактики не просто разлетаются, они начинают удаляться друг от друга все быстрее и быстрее. Как будто существует некая невидимая сила, которая расталкивает пространство. Эту загадочную силу назвали темной энергией. Сегодня ученые считают, что примерно 70% всей энергии Вселенной – это именно темная энергия. Но что это на самом деле, никто точно не знает. Мы не можем видеть ее напрямую, мы видим только ее влияние на расширение космоса. Вселенная продолжает становиться все больше, галактики удаляются все дальше, расстояния между ними растут. Через миллиарды лет далекие галактики исчезнут из нашего наблюдаемого горизонта. Они будут настолько далеки, что их свет больше никогда не сможет достичь нас. Ночное небо будущего станет намного темнее, галактик будет видно гораздо меньше. Астрономы будущего могут даже не догадываться, что когда-то Вселенная была наполнена миллиардами галактик. Но прямо сейчас мы живем в особое время. Время, когда Вселенная все еще открыта для наблюдений, когда телескопы могут видеть галактики на расстоянии миллиардов световых лет, когда мы можем изучать космическое прошлое. Потому что каждый луч света, который приходит к нам из далекой галактики, это сообщение из прошлого, иногда из прошлого, которому миллиарды лет. Мы буквально смотрим назад во времени. И чем дальше мы смотрим, тем ближе подходим к моменту рождения нашей Вселенной. Но чем больше мы узнаем о космосе, тем больше возникает новых вопросов. Почему Вселенная начала расширяться? Что произошло в первые мгновения после Большого взрыва? Бесконечна ли она на самом деле? И существует ли что-то за пределами наблюдаемой Вселенной? Возможно, когда-нибудь наука даст ответы на эти вопросы. А возможно, некоторые тайны космоса навсегда останутся загадкой. Но одно можно сказать точно. Вселенная намного страннее, чем кажется на первый взгляд. И мы только начинаем понимать, насколько удивительным является место, в котором мы живем. Подумайте об этом. Мы живем на маленькой планете, которая вращается вокруг обычной звезды. Эта звезда находится на краю галактики. Галактика – одна из сотен миллиардов галактик, и все это находится внутри Вселенной, которая постоянно расширяется, каждую секунду, во всех направлениях, и, возможно, этот процесс будет продолжаться еще миллиарды и триллионы лет. А теперь интересно узнать ваше мнение. Как вы думаете, Вселенная бесконечна или у нее все-таки есть граница? Напишите в комментариях, очень интересно прочитать ваши версии. Если вам понравилось это видео и вы хотите больше таких историй о космосе, парадоксах Вселенной и удивительных научных открытиях, поставьте лайк.
Это помогает ролику распространяться и показывает, что такие темы вам интересны. И обязательно подпишитесь на канал, потому что впереди еще много невероятных вопросов о Вселенной, на которые наука только начинает находить ответы.